Здравствуйте, дорогие друзья! Снова мы на трассе в проекте «Выжить не сломаться». Команды ушли от Амсукчана и находятся на пути к Амалону. Белые медведи вырвались вперед, мы помним из прошлой серии. Команда белых медведей решила пойти на хитрость, хорошо зная местность, уйти с зимника и пойти по старой дороге, тем самым запутать полярных волков и сократить маршрут. Сейчас белые медведи пробивают дорожную бровку, они пробили с нескольких попыток, потому что снег затвердел и стал практически как лед. Сейчас зашли в глубокий снег, идут по целику. В чем сложность? В том, что снега много, автомобиль сядет на пузо, нужно будет копать очень много кубометров снега. У меня есть товарищ, попадал в подобную ситуацию, в жуткий снегопад. Ему приходилось пробивать дорогу лопатой и своим автомобилем около 10 километров. Это титанический труд. Итак, мы видим, белые медведи нащупали старую дорогу, но там все равно очень много снега. Уйти от преследования и внимания полярных волков – вот их задача. По старой дороге есть сложность, так как если немного потеряешь дорогу, которая под снегом, ты начинаешь проваливаться в глубоком рыхлом снегу, увязая там. Белые медведи неустанно бьют снежную пустыню, отступая назад и пробивая ходом вперед. Таким образом продвигаются все дальше и дальше. Мы видим очень красивые, великолепные пейзажи русского севера, а именно Колымы. Очень много снега, красивые величественные горы, безмолвная природа. Она завораживает. Полярные волки разгадали хитрость белых медведей. Они по зимнику рысью пробежали, увидели свежую бровку в целяк, развернулись и устремились в погоню белым медведям. Полярным волкам в этом отношении удобнее. Позиции лучше, так как белые медведи пробили тропу. Полярные волки следуют по ней. Команда полярных волков тоже очень опытная. Выбирает момент, когда нас снега будет меньше, и этим самым они выйдут вперед белых медведей. Не так все просто, белые медведи тоже не лыком шиты, неустанно идут по старой дороге, ее основанию, не давая возможности полярным волкам. Полярные волки вынуждены или сзади плестись, или выходить на параллельный курс и идти тоже по целику. Никто никому не уступает к закату, и, как мы понимаем, в 19:00 будет фиксация по времени. Поэтому каждый стремится вперед, до этого времени тем самым зафиксировать дневную победу. Волки выбрали параллельный курс и пытаются обойти белых медведей, но белые медведи упираются, тоже проходят вперед, никто никому не уступает. Неизвестно, кто закончит этот день первый и кто наберет больше очков.
Никто никому не хочет уступать. Волки нагнали медведей, идут ноздря в ноздрю. Идут параллельными курсами, пробивая шаг за шагом себе путь к победе. Полярные волки вырываются вперед. Белые медведи не уступают. Чем дальше заходят вперед полярные волки, тем больше они закапываются в снегу. Зашли от населенных пунктов километров на 400, нет ни души. Это не покатушки по асфальту или по песочку с лужицами, или в дождик. Здесь невозможно договориться с гаишниками. Здесь живет генерал Мороз, а он ошибок не прощает. Данный проект «Выжить не сломаться» очень уникален тем, что подобных проектов еще не было в таком формате. Да, это первый сезон, немного не хватает опыта, всего 2 команды. Ограниченные финансовые ресурсы – это, наверное, самое главное. Так что не судите нас строго. Это к пресловутым вечно недовольным людям, которые, наверное, не знают, что значит улыбнуться и быть добрее. Следующий сезон, надеемся, будет более масштабнее. Этим проектом уже заинтересовались российские и международные компании. Хочу обратиться к желающим принять участие в новом сезоне в 2021 году. Подавайте заявки на нашу электронную почту, ссылка в описании. Также обращаюсь к администрации области и города Магадана. Обратить внимание на этот проект. При вашей поддержке он быстрее перерастет в международный проект. Тем самым вместе с командами приедут болельщики, зрители со всего мира. И наконец-то Магаданская область начнет развивать туризм. Начнет развиваться местная промышленность, сфера услуг. Мы все заинтересованы в этом проекте. На данном этапе без взаимовыручки как-то не обойтись. Я думаю, что на многих этапах мы не сможем обойтись без взаимопомощи, потому что тут победа или риск другими членами экипажа — это как бы такой выбор себе. Я думал, что жопа была, это когда мы сели, когда нас занесло, но вот это по-настоящему реальная жопа. Я только что провалился под снег. Каждый шаг тут такое ощущение, что где-то вот оно твердое, а где-то раз и проваливаешься. И когда эти машины перемещаются по этому пространству, такое ощущение, что они колят лед. Ледоколы такие полярные, так скажем. Вот сейчас я делаю шаги, и неизвестно, когда в следующий раз я уйду вниз. Вот смотрите, просто настоящий ледокол. Там внизу пробивается какая-то синева. Такое ощущение, что внизу то ли река, то ли море, то ли не знаю, что, озеро Байкал. Так, сейчас я, наверное, наступлю, и она сломается. Оп. Все. Воу! Такие дела. Ощущение вообще, что мы, конечно, попали в неприятную ситуацию, но я смотрю на этих людей, и они то ли от этого кайфуют, то ли настолько привыкли к этому, что это уже не вызывает у них беспокойства совершенно. И вот эти вот вкапывания, хождение туда-сюда, перекапывания, я так понял, что нас этого ждет сегодня еще много. Сегодня, завтра, послезавтра. Так что оставайтесь с нами. Вы просто не представляете, какие... Мы находимся хер знает где. У нас 2 машины, которые постоянно застревают. И вот по моим ощущениям, такое чувство, что не факт, что мы однажды выберемся просто. Я не знаю. Обычно, когда я делаю какие-то съемки, я ищу что-то эпичное, а здесь это эпичное на каждом шагу. И я очень рад, что попал в это мероприятие. И
все, что здесь происходит, доставляет на самом деле такое мазохистское удовольствие. Короче, поехали мы, ну там, за ягодой туда-сюда. Вот под Жигино спустились, и все, встали на ночь, все, погода была хорошая, все, нормально, все. Ночью просыпаюсь, слышу, что-то журчит, вода поднимается. Выглядываю из будки, не хребси, вода поднимается. То Сыроватский тогда с нами был. Короче, я бужу, я говорю, мужики, все, вставайте, все, текаем, пока не поздно. Вот мы стояли, отмель, ну, на острове мы стояли. Вот, речушка здесь бежит, речушка, остров. Там И хер знает, выше поднимется или нет. Да, метр высоты, все, мы стоим, все, вода. Я говорю, все, текаем, пока не поздно. Короче, мы переезжаем. Мы переезжаем, все, грузим, переезжаем. Через речку заезжаем, ну, На терраску. на терраску, все. Все, утром, вот где мы стояли, 2 метра воды. 2 метра воды. То есть, если там остались бы, то... Да, если мы просто спали бы, просто нас ночью бы нахер умело бы всех на воду. Просто умело. Насколько я понял, что соревнования соревнованиями, но на некоторых этапах без взаимопомощи просто не обойтись. Тут или ты победишь, или будешь жить чувством того, что оставил человека в какой-то жопе просто и уехал в каком тебе надо направлении за своей замечательной победой. Представляете вообще, что это такое? Машина просто стоит по колеса в снегу, и каждый проворот, по сути, просто вызывает еще больше закапывания. Не-не, тебе знающий человек говорит, не ебнись. Говорит, что ебнешься ты сейчас отсюда. Мне-то все равно, у меня кадры хорошие будут. А вон он, да, все, пересел. А вы еще жалуетесь на свои городские пробки в снегопад. Вы вообще представляете, что это такое? Один слон вытягивает другого. Когда ты попадаешь именно в паводок, и ты не знаешь вот этих вот основных каких-то примет, основных признаков наступления вот этой вот беды, ты даже не, я тебе говорю, в течение часа может все измениться. Просто Михалыч правильно говорит, вот эта критическая масса, она растет, 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 и потом она, знаешь, как раз и пошла. А дальше уже абсолютно непредсказуемый эффект, где она прорвет, где она пойдет, смывает дороги, смывает мосты. Иногда машину где-то зависнет машина, да, вроде бы проскочила там, а хвост остался висеть, ее начинает подмывать, цепляет машину, увозит, там прям целые наливы, то есть сигары. Команды собрались, чтобы передохнуть и перекусить. И не случайно рассказ зашел о весенних паводках. В снегах обнаружилась очень неприятная история. Сверху снег, а внизу проступает влага. Это первый звоночек к тому, что может быть резкий паводок. Эти опасения, возможно, подтвердятся в будущем. Михалыч, повтори, я не понял. Руслан, спим здесь. Все,
происходит? Понял? Они как вот через снег прорываются? В смысле, они выбирают где по... Вот он сейчас по путику вот там пойдет, Ага. где накатано. Он сюда хрен полезет сейчас. А, да? Конечно. Ему больше он выбирает, да, где ему поудобнее. Ну да. Так, окошко там закрываем, да? Ага. Я обращаюсь к международным компаниям, автоконцернам, средствам массовой информации, электрокоммуникационным компаниям принять участие в уникальном проекте «Авторалли. Выжить, не сломаться». Мы вас ждем.